Этот стритбоб 2006 года попал к нам в работу на установку картриджей вилки. Владелец уже покатался с итальянскими амортизаторами Bituba и решил улучшить переднюю подвеску. С подвесками как с шинами, лучше не миксовать разные бренды, потому что у разных производителей разная настройка клапанов в поршне и разные технологии демпфирования. Bituba выпускает одни картриджи на вилке разной длины, но при установке требуется настройка. Картриджи Bituba оснащены герметичными монотюб-демпферами, в которых масло находится под давлением за счет камеры с сжатым азотом. Это предотвращает вспенивание масла под нагрузкой, из-за чего открытый демпфер или стандартная вилка перестают работать. Проще говоря, это готовый амортизатор, который работает сам по себе, устанавливается внутрь вилки, защищен от агрессивной среды и не требует регулярного обслуживания. Кроме дорогой технологии монотюб, эти картриджи также имеют регулировки преднатяга пружины, отбоя и сжатия. Плюс в комплекте идут спейсеры для укорачивания вилки. При этом это не самые дорогие картриджи на рынке. Как итальянцы добились лучшего соотношения цена-качество, читайте в нашем журнале. Чтобы установить картриджи, необходимо слить масло и вынуть все внутренние части стандартной вилки. Выбивать сальник и делать разборку трубок не нужно. Трубки важно хорошо очистить, особенно дно стаканов, чтобы картридж не прокручивался при затяжке. Из стоковых частей потребуются только нижние болты и пружины отбоя. Желтый картридж, работающий на сжатие, устанавливается в левое перо и фиксируется оригинальным болтом. Синий картридж, работающий на отбой, устанавливается в правое перо. Масло вязкостью 2,5В заливается по количеству из таблицы в инструкции, в данном случае 330 мл. Важно прокачать вилку, чтобы вышел весь воздух и масло стекло в стакан. Как видите, этот картридж на 24 мм длиннее вилки. Пружина уже преднатянута в картридже, поэтому его нельзя сильно сдавливать при установке. Это добавит еще 24 мм преднатяга пружины. Для более длинной вилки фэтбоба было бы в самый раз, но для стритбоба нужно убрать лишний преднатяг, удалив два больших или все три спейсера преднатяга под пробкой. Как видите, я сжимаю картридж, чтобы закрутить пробку, добавляя заводские 24 мм преднатяга пружины. Вес вилки получился даже немного меньше стока, а длина осталась стандартной, как и должно быть. Сборка осуществляется в обратном порядке. Базовая регулировка отбоя и сжатия 14 кликов от полностью вкрученного состояния, всего 20 кликов.
Преднатяг рекомендуется регулировать в диапазоне 6 мм, так, чтобы сэк вилки под полной весовой нагрузкой с райдером был 20-35 мм. При этом один оборот эквивалентен 1 мм преднатяга. С монотюб подвесками Dyna стабильнее на ходу и при маневрировании. Держаться за руль и подруливать не нужно так активно. Уменьшается тормозной путь. На плохой дороге можно не сбрасывать скорость, а при наезде на кочку или яму не будет жесткого удара в мотоцикл и спину. Кроме комфорта и безопасности, эффективные подвески также продлевают срок службы подшипников колес, маятника и рулевой. Получить консультацию и приобрести подвески ведущих брендов на мотоциклы разных классов и марок можно в нашем мотомагазине Stantex.